Привет! Ты снова на канале IT User Help. И в этом коротком видео я хочу рассказать тебе о том, как заблокировать Wi-Fi соседей, либо рядом находящийся Wi-Fi. Для чего это может понадобиться? Вариантов несколько. Первый вариант — это довольно часто люди называют свои Wi-Fi сети плохими словами, неприличными словами. Если у вас есть в доме дети, они могут это прочесть и потом спрашивать у вас, что значат эти слова. Для того, чтобы этого избежать, можно просто такие Wi-Fi сети заблокировать и не показывать у вас в списке ваших соединений. Вторая причина — это вы просто не хотите, чтобы у вас было много Wi-Fi соединений лишних, и вы, если переключаетесь между своими сетями, чтобы ничего не мешалось. В моем случае только одна сеть, но если вы живете в многоквартирном доме в большом городе, у вас может быть большое количество Wi-Fi соединений в вашем списке. И в целом есть два способа. Это вот добавить Wi-Fi сеть в белый лист, то есть у вас есть, например, ваша Wi-Fi сеть, либо у вас несколько таких Wi-Fi сетей. Вы можете просто на каждом компьютере добавить их в белую сеть, в белый список, и они будут показаны только они. Больше никакие другие Wi-Fi сети не будут фигурировать и показываться в списках. И второй вариант — это просто заблокировать какую-то одну сеть, то есть будут видны все, кроме тех, которые вы заблокируете. И не теряя времени, давайте приступим к реализации этого решения. Итак, все, что нам нужно сделать, это перейти в командную строку. Для этого в поиске вводим CMD английскими символами. И далее на приложении командная строка нажимаем правой кнопкой мыши «Запуск от имени администратора». Запустили командную строку, и далее нам понадобятся некоторые команды. Я оставлю на эти все команды в описании, поэтому смотрите видеоролик на канале IT User Help. Скорее всего, вы его сейчас и смотрите на этом канале, поэтому смотрите описание, в нем будут все эти команды. Вы просто их копируете, вставляете и вносите небольшие изменения. Итак, начнем с добавления конкретной одной Wi-Fi сети в черный список, чтобы она не была показана. Для этого мы копируем эту команду, вставляем в командную строку. Вы можете вставить, либо используя сочетание клавиш Ctrl плюс английская V, либо в этом месте нажать в общем Ctrl-V используйте английскими символами. Да, то есть когда вам будет предложено ввести команду, давайте еще раз покажу. Запустили приложение командная строка, скопировали команду из описания. Когда вам предложено ввести команду, нажимаете Ctrl Ctrl-V на вашем компьютере, клавиатуре, и далее нажимаете Enter. А здесь нужно ввести одно изменение. Так, эту команду не нужно вводить, сейчас по новой. Ввели эту команду,
И далее нам нужно в этой команде, которая будет в описании, внести небольшое изменение. То есть все, что здесь в кавычках, вам нужно будет заменить на ту сеть, название той сети, которую вы хотите заблокировать. То есть удаляете все, что между кавычек, кавычки оставляете. Здесь немного неинтуитивно понятный ввод. Я думаю, разберетесь. Удаляйте все, что между кавычек, и между кавычками вам нужно ввести название сети символ в символ. То есть, если здесь будет большая буква где-нибудь в начале, посередине, либо в любом месте, нужно будет и здесь вводить большими символами. Ввели название Wi-Fi сети, которую хотите заблокировать, и после этого нажимаете Enter. Все, мы видим, что фильтр успешно добавлен в систему. То есть теперь у нас Wi-Fi соединения нет. Хотя это было то соединение, через которое я сидел в интернете. Далее, нам нужно, если мы в будущем захотим разблокировать, либо что-то заблокировали не то, нам нужна вторая команда для разблокировки по имени. Также копируем, вставляем ctrl-v, далее стрелками перемещаем курсор. Я сейчас нажимаю стрелочку влево на клавиатуре. Потом backspace клавишей удаляем и вводим название сети, которое мы хотим убрать из черного списка, сделать снова видимым. Также символ в символ, где большие символы, там вводим большой символ, где маленький, там вводим маленький. И нажимаем Enter. Все, дальше после этого момента наша Wi-Fi сеть должна появиться. Проверим. Да, появилась. Все. Так, ну еще раз. И чтобы увидеть заблокированные сети, можно воспользоваться такой простой командой. Копировать. То же самое. Ctrl-V. И после этой команды мы видим список разрешенных сетей. Отсутствует. Список заблокированных отсутствует. Список заблокированных сетей. Вот одна команда у нас заблокирована. Это первая команда, которую я ввел здесь до изменения названия. Вот она у нас в заблокированных. То есть если когда-то появится Wi-Fi сеть с таким названием, то она будет заблокирована. Давайте ее разблокируем на всякий случай. Здесь и теперь посмотрим, удалилась ли эта сеть из списка. Все, теперь у нас ничего нет в заблокированных сетях. Итак, это был первый способ, в котором мы добавляли по одной сети в черный список. То есть все остальные сети, сколько бы их тут не было, они будут видны. Если вдруг появится еще какая-то другая сеть с плохим названием, либо еще с какой-то проблемой, она также будет видна, и вам придется заново ее добавлять в черный список. Есть другой вариант, если вы не пользуетесь никакими другими сетями, а только, к примеру, там одной, двумя, тремя своими проверенными и больше никакие другие Wi-Fi соединения не используйте, можно использовать белый лист, то есть добавить конкретные, то есть будут видны только те, которые вы добавите. И для этого у нас есть тоже команды, которые также будут в описании. Значит, чтобы добавить Wi-Fi в список видимых, вводим такую команду.
Также Ctrl-V вставляем. Далее клавишами, стрелками влево-вправо подводим курсор к пункту Name. Удаляем и вводим название нашей сети. Все, после нажатия на Enter эта сеть добавится в белый список, и никакие другие сети не будут видны, только эта сеть, которую мы добавим. Мы можем добавить 1, 2, 3, 5, сколько угодно белых сетей, то есть те сети, которые будут видны. После того, как мы создали белый список, нам нужно заблокировать все остальные. Для этого служит команда блокировать все остальные Wi-Fi сети. Я эту команду не буду применять сейчас. Это команда для блокировки всех остальных сетей. Если вы когда-нибудь передумаете и захотите снова видеть все сети, а не только те, которые в вашем белом листе, в разрешенном листе, то используйте команду разблокировать остальные Wi-Fi сети. Также копируйте эту команду из описания, вставляете и нажимаете Enter. На этом, пожалуй, все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарий. Пока!